Всем привет! Сегодня приготовим овощи, которые исчезают с тарелки за минуту. Главное правильно приготовить соус. Это быстрый и легкий рецепт, который подходит как для гарнира, так и в качестве самостоятельного блюда. Кабачки разрезаем вдоль, а затем нарезаем небольшими кусками. Очень мелко нарезать не стоит. Я использовала 2 кабачка среднего размера. Нарезанные кабачки выкладываем на противень. 2 баклажана тоже нарезаем кусочками. Выкладываем на противень. Берем сладкий перец и вырезаем у него семена. Нарезаем перец произвольными кусками. Я использовала 3 крупных перца разных цветов. Нарезанный перец добавляем к овощам. Помидоры нарезаем кусочками. Для блюда понадобится 2-3 помидора среднего размера. Помидоры тоже добавляем к овощам. 2-3 луковицы нарезаем полукольцами. Лук кладем на противень к овощам. Готовим соус. В мисочку наливаем 3 столовых ложки растительного масла. Я использовала оливковое масло, но можно взять любое другое. Наливаем 3 столовых ложки соевого соуса. Добавляем 2 столовых ложки яблочного уксуса. Если использовать столовый 9% уксус, то его наливайте только 1 столовую ложку. Насыпаем пол чайной ложки соли, пол чайной ложки острого красного перца. Через пресс выдавливаем 3-4 зубчика чеснока. В этом блюде количество овощей можно брать по своему вкусу. Можно положить чего-то больше или меньше, а также можно дополнить другими овощами. Все перемешиваем. Приготовленным соусом поливаем овощи сверху. Обязательно напишите, какие овощи вы бы сюда добавили, будет интересно почитать. Все хорошо перемешиваем. Овощам желательно дать промариноваться полчаса или час. Если нет времени, то можно готовить и сразу. Подготовленные замаринованные овощи ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, запекаем 30-35 минут. Овощи запеклись, перекладываем их на тарелку. Уверена, у каждого есть свой способ запекать овощи. Расскажите, что вы добавляете в свой соус. Вдруг именно ваш рецепт станет моим новым фаворитом. Подаем на стол. Овощи получились сочные, ароматные и очень вкусные. Именно соус делает их такими особенными. Они прекрасно держат форму, оставаясь цельными кусочками. Готовятся такие овощи максимально просто и быстро. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно. Также у меня на канале есть и другие рецепты легких блюд. Чтобы долго не искать, некоторые из них я покажу в этом видео. Следующими приготовим максимально простые и очень вкусные бутерброды. Продукты доступные и готовятся они быстро. На противень раскладываем ломтики батона. Ставим в духовку, разогретую до 220 градусов. Сушим примерно 8-10 минут. Также батон можно приготовить в тостере или поджарить на сковороде. На мелкой терке трем 150 грамм сыра. Сыр можно использовать любой. Сюда же трем 2 вареных яйца. На мелкой терке трем 1 большую сырую морковь. Пучок петрушки и укропа измельчаем ножом. Можно использовать любую зелень, которая есть в наличии. Зелень кладем в миску. Добавляем через пресс 1-2 зубчика чеснока. Перчим черным молотым перцем. Солим по вкусу. Заправляем майонезом и перемешиваем. Приготовленную начинку выкладываю на подсушенные ломтики батона. Этого количества начинки мне хватило на 18 бутербродов.
Закуску красиво выкладываем на блюдо и подаем на стол. Бутерброды получились очень вкусными. Нежный сыр и яйца придают им насыщенность, морковка с зеленью – легкость и яркость вкуса, а чеснок завершает все пикантной ноткой. Готовятся такие бутерброды за считанные минуты и уместны в любой день. И последним приготовим очень вкусное блюдо из картошки. Оно подходит для перекуса или ужина. Приготовление несложное и все продукты доступные. Картофель трем на крупной терке. Всего понадобится 400 грамм картофеля. Тертый картофель перекладываем в миску. Все заливаем холодной водой. Перемешиваем и оставляем на 10 минут. Подготовим остальные ингредиенты. Морковь трем на крупной терке. Понадобится 1 крупная морковь или 2 морковки поменьше. 1 луковицу нарезаем кубиками. У большого сладкого перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец нарезаем сначала пластинками, а затем режем брусочками. Верхнюю и нижнюю часть перца тоже нарезаем брусочками. В горячую сковороду наливаем растительное масло. Кладем нарезанный лук. Пассируем лук до золотистости. Сюда же добавляем тертую морковь. Перемешиваем и готовим еще 1-2 минуты. Добавляем нарезанный перец. Перемешиваем и готовим еще 2-3 минуты. Готовые овощи снимаем с огня. Картофель промываем в воде и воду полностью сливаем. Тертый картофель кладем в большую миску. К нему добавляем подготовленные овощи. Мелко нарезаем пучок укропа. Его можно заменить петрушкой. Зелень тоже добавляем в миску с овощами. В отдельную миску разбиваем 3 яйца. Взбиваем их до однородности. Взбитые яйца выливаем в миску на овощи. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем до однородности. Овощи выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределяем их по всему противню. Размер моего противня 43 на 33 сантиметра. Все ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем 30-35 минут. Пока запекаются овощи, подготовим помидоры и сыр. 3-4 помидора нарезаем полукружочками. – 100 грамм сыра трем на крупной терке. Овощи уже готовы. Вынимаем противень из духовки. Выкладываем на овощи подготовленные кусочки помидоров. Сверху все посыпаем тертым сыром. Противень опять ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем еще 10-15 минут. Блюдо готово. Вынимаем из духовки и нарезаем порционными кусками. Блюдо из овощей в духовке получилось очень вкусным и ароматным. Готовится несложно и из доступных продуктов. Оно прекрасно подходит для ужина или на перекус. По желанию в него можно добавить колбасу или вареное мясо.